Привет всем! В этом видео моделируем салонный миндаль. Стандартно подготавливаем ногтевую пластину. Пилкой 180 грит проводим механическую подготовку. Обезжириваем поверхность. Я использую клинцер от торговой марки Атика. Тщательно убираем пыль и остатки жира. Дегидратор поможет нам сильнее подсушить ноготь, а ультрабонд обеспечит хорошую адгезию с искусственным материалом. Так как я буду работать непрозрачным материалом, нанесем тонкую подложку в виде базового геля, просушив ее в лампе 1 минуту. Наносим очень тонко и втирающими движениями. Шаблон подготавливаем в соответствии с типом ногтевой пластины, а также с выбранной длиной и формой. Углубляем линию горловины так, чтобы шаблон соединился с ноготком в центральной точке и в точках вроста. Чтобы освободить боковые валики, нам нужно вырезать так называемые ушки. Примеряя шаблон, сразу определяем точки, с которых будем вырезать выточки. Они находятся четко в точках вроста. Переносим их на шаблон. Я это делаю, слегка надавливая на форму своим ноготком. Приклеиваем внутреннюю часть шаблона, чтобы создать плотность. Склеиваем нижние ушки и состыковываем шаблон с натуральным ногтем. Нижние ушки должны ровно соединиться и не быть перекошенными. Одевая шаблон, учитываем центральную ось пальца, ориентируемся на нее. Ровно соединяем оставшуюся нижнюю часть шаблона и зажимаем шаблон в виде морковки. Для салонного миндаля шаблон не задираем вверх, а ставим параллельно боковой оси пальца. Следующим шагом будет создание подложки. Я использую молочный полигель, небольшой шарик которого распределяю в ширину, захватываем стрессовую зону и плавными движениями, стягивая, формируя свободный край. На этом этапе важно максимально точно создать уже форму будущего ногтя. Очень важно, чтобы подложка была одинаковой толщины и не была слишком толстой. Уже на этом этапе мы задаем форму нашего салонного миндаля. Просушиваем в лампе 1 минуту, и после этого мы уже можем снять шаблон. Если вы работаете в технике без опила, то можно выполнить опил свободного края, придать форму и слегка выровнять поверхность. А если будете моделировать с последующим опилом, то этот этап мы можем пропустить. Убираем остатки пыли после опила. Хорошо обезжириваем ноготок. И теперь можно приступить к декору. Я использую золотую гель-краску от торговой марки Атика. Распределяю на кончике свободного края, слегка растягивая к середине ногтика. Добавляем немного золотой фольги разными такими кусочками. Фольгу выкладываем на предварительно промазанный ноготок. Можно использовать либо базовый гель, либо обычный жидкий гель. И просушиваем в лампе уже вместе с кусочками фольги. Фольгу приминаем пальчиком либо палочкой, чтобы она была плоская и ровненькая. Далее будем работать молочным жидким гелем. Можно постараться и очень красиво, ровненько выложить в технике без опила. Для начала мы промазываем всю поверхность тонким слоем геля, создавая своеобразную такую скользкую подложку.
Далее каплю геля мы выкладываем на зону апекса и мягкими подталкивающими движениями формируем зону кутикулы. Аккуратно, тонким слоем, не создаем толщины. Сформировав апекс, постепенно стягиваем нашу капельку к свободному краю. Если ногтик длинный, можно работать двумя капельками, предварительно первую просушив в лампе. Так как я выбрала второй способ работы, а именно с опилом, поэтому я работаю быстро и не создаю идеально ровную поверхность. Перед вторым слоем я также прокрасила тонко всю поверхность, чтобы моя капелька легко и красиво растекалась по всему ноготку. Кистью работаем легко, как бы по воздуху, не касаясь поверхности ногтя. Тогда гель будет красиво и плавно растекаться. Перед опилом убираем дисперсионный слой. Первый шаг – это опил формы нашего ногтя. При этом правильное положение пилки, когда мы видим только ребро. Далее опиливаем центральную часть от свободного края до апекса. Округляем боковые ребра снизу вверх от боковой стороны к продольной арке. Направление пилки при этом диагональное. Пилка работает всей плоскостью, не отрываясь от ногтя. Далее опиливаем зону кутикулу и нижние боковые. При этом движение пилки строго параллельно боковой оси пальца. И в конце добавляем небольшие веточки с темпингом. Можно добавить еще небольшие кусочки фольги, чтобы немножко сделать наш дизайн более ярким. И перекрываем все топом. На смоделированные ногти топ наносится очень тонко, без выравнивающего эффекта. Просушиваем 1 минутку и получаем вот такой результат.